Второй день государственного визита Владимира Владимировича в Индию, встречи, деловые советы, подписание документов и так далее. Ну вот, я посмотрел, что по энергетике каких-то конкретных документов не было подписано, но озвучу то, что сказал Владимир Владимирович на встрече с премьер-министром. Упомянул он АЭС Куданкулам, которая строится вместе с Росатомом. Вывод этой АЭС на полную мощность несет заметный вклад в энергообеспечение Индии, поможет снабжению индийских предприятий и домохозяйств недорогой чистой энергией. Также упомянул он о том, что могут еще идти проекты сооружения малых модульных реакторов и плавучих АЭС, а также о неэнергетическом применении ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве и других областях. Россия поддержала членство Индии в группе ядерных поставщиков. Вот об этом я хотел, чтобы ты чуть подробнее рассказал, что за группа ядерных поставщиков. И также Россия и Индия совместно подчеркнули необходимость урегулирования ситуации с иранской ядерной программой путем диалога. Что из этого, наверное, скажем так, в топе все-таки ситуации? Куданкулам? Ну, визит, собственно говоря, еще продолжается. Я пока был в дороге, насколько я понимаю, состоялось выступление Владимира Владимировича на бизнес-форуме Россия и Индия. Может быть, там что-то будет интересного. Тут перечень подписанных документов, которые имеются на вот сейчас на сайте Кремлин.ру. Действительно, по энергетике ни одного документа нет. Есть слова, есть разговоры, есть первая реакция, как ни странно, со стороны небезызвестной компании или инфоагентства Reuters, он же, как угодно называйте. Вот они отреагировали мгновенно. Значит, от них поступила информация, что два государственных предприятия, нефтеперерабатывающих Индии, решили, что они не будут отказываться от российской нефти. Хотя перед этим разговоров было много о том, что как раз вот все напрочь. Но тем не менее Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum Corporation продолжат закупки российской нефти от осведомленных источников. Ну, очевидно, что часть переговоров, касающихся углеводородов, обнародована не будет. Обстановка такая, какая есть. Индия, ну так скажем, уже успела пострадать. Это не санкции, это кратно повышенные пошлины на поставки любых товаров в Соединенные Штаты. Ну и естественно, что обострять ситуацию никому не нужно, а уж что там еще нам расскажет Reuters. Ну, посмотрим. Вряд ли мы услышим что-то официально от наших лиц, хотя, если внимательно присмотреться к составу делегации, то Игорь Иванович Сечин там присутствует. Поверить в то, что он решил просто прокатиться, погреться в Нью-Дели, я не смогу. Да, и что касается конкретно завода, принадлежащего Роснефти в Индии, закупки российской нефти, разумеется, продолжаются. Если это собственность Роснефти, то кто же будет поставлять нефть? Было бы странно. Но в соответствии с влияниями времени на Яра Энерджи работает только на внутренний рынок Индии. То есть никакого экспорта нефтепродуктов в Европу мы больше от этой компании не видим. Ключевое слово «не видим». Мы же здесь, а они же там. Как мы можем увидеть? Ничего мы не можем увидеть. То есть, несмотря на весь натиск со стороны Соединенных Штатов о прекращении сотрудничества в нефтяном секторе, мы не наблюдаем. Вот просто факт, а как выглядит соглашение, может быть, после бизнес-форума кто-то что-то скажет, но я не думаю, что вслух будем говорить об этом. Тот же самый Reuters на этой неделе уже успел отметить, что поставки российской нефти в Индию сократились, сейчас опять увеличились. Но если смотреть на ту статистику, которую дает такое более политическое нейтральное агентство КПЛЕР, да, действительно, поставки в Индию растут одновременно с ростом поставок нашему новому покупателю, крупный, он с каждым днем все больше закупает. Неизвестно, правда, где находится, потому что так называется, неизвестная Азия. Вот в Индию поставки снижаются, а в неизвестную Азию абсолютно, вот там прибыло, здесь убыло. Так что не исключено, что у нас государственный визит состоялся в неизвестную Азию.
если верить всем этим информационным агентствам. Что касается Куданкулам, атомной программы Индии, ну, напомню, что Индия не подписывала договор о нераспространении ядерного оружия. Ядерное оружие у нее имеется, общепризнанный факт. Испытательный взрыв был. Здесь такая достаточно сложная конструкция. Первым, кто начал сотрудничество в атомной отрасли с Индией, в атомной энергетической отрасли с Индией, были Соединенные Штаты. Это по их настоянию. МАГАТЭ признала, что военная ядерная программа Индии никого не касается, она там как-то с ней живет и живет, а сотрудничество в атомной энергетике можно спокойно развивать. И было это все в надежде на то, что американские компании начнут какое-то глобальное строительство на индийских площадках соответствующих. Для начала им выделили 2 площадки, но площадка под строительство атомной электростанции в Индии, ну, как бы это помягче сказать, ну, сейчас такое что-нибудь дипломатичное, чуть больше, чем в Белоруссии, например. То есть одна площадка в Индии — это 8 атомных энергоблоков. То есть 2 площадки выделили, это 16 блоков. Строительство так не началось. Подписано это было совсем недавно, в 2007 году. Видимо, американцы еще не успели сосредоточиться. Слишком стремительно все происходит. Так что строительство на атомной электростанции Куданкулам, там сейчас строятся 3, 4, 5, 6 блоки. По плану, если никаких сбоев не произойдет, в наступающем 26 году физический пуск блока номер 3 должен состояться. Из того, что более конкретно, что точно никто не скрывает, это поставлена первая партия топлива, топливо ТВС-2М, новое, модернизированное, что в подробности не удаваться. 18 месяцев топливный цикл, то есть перегрузка топлива не 12 месяцев, а 18. Соответственно, это, ну, по понятным причинам выгоднее. Для того, чтобы топливо поменять на блоках водно-водяных, это надо полностью остановить работу, снять крышку и так далее. Либо это происходит раз в 12 месяцев, либо раз в 18. Это первый зарубежный проект, где вот такое топливо сразу, то есть с первого дня будет. Блоки ВВР тысячные, и это отнюдь не потому, что ничего более свежего мы предоставить не можем. Специальный проект ВВР тысячный был разработан еще в прошлом веке под строительство на сейсмически опасных территориях. Вся территория Индии является сейсмически опасной, так уж сложилось. И несмотря на то, что проект прошлого века, первый такой реактор начали строить в Китае, первые и второй блоки атомной электростанции Тяньвань, срок начала строительства 99 год, ловушка расплава уже присутствовала. Это по поводу того, как у нас проектируют атомные энергоблоки, почему, как бы мы ни относились к господину Гросси, генеральному директору МАГАТЭ, изредка с ним нужно соглашаться. Когда господин Гросси говорит, что Росатом является ведущей корпорацией атомной энергетики планеты, ну, я с ним соглашаюсь. Я не знаю, у кого какое мнение, а я вот господина Мори прям в этот момент уважаю. Вот. Что касается площадок, которые были выделены в соответствии с соглашением с США, то есть, с одной стороны, Индии эти соглашения важны, потому что это открыло путь международного сотрудничества в атомной энергетике. С другой стороны, ну, вот уже 15 лет никто ничего не строит. Поэтому переговоры ведутся. Еще одна площадка выделена под французские технологии. Ну, в принципе, для того, чтобы Росатом чувствовал себя в Индии еще более уверенно, достаточно одной площадочки. Они там небольшие. Вот. Что касается атомных станций малой мощности, то, ну, во-первых, сама Индия строит собственные технологии, реакторы на тяжелой воде. Были 500 мегаваттные, сейчас уже выросли до 700 мегаватт. И здесь такое географическое разделение, зональное, так скажем. Такие площадки, на которых 6-8 атомных энергоблоков, это огромное количество воды. То есть они все в провинциях, имеющих морское побережье. Внутри территории Индии, чтобы с водными проблемами не сражаться, как раз выгоднее станции малой мощности, средней мощности. Так что не исключено, что те переговоры, которые вот сейчас начаты по малым атомным электростанциям, вполне может быть, что они и продвинутся. Надо отдать должное. Мы часто говорим, что
китайцы тяжелые переговорщики, с Индией не менее сложно. Но, тем не менее, будем надеяться, что это произойдет. Что касается неэнергетических направлений, здесь может быть очень интересный такой симбиоз, потому что успехи Индии в фармакологии хорошо известны. Если это укомплектовать ядерными медицинскими технологиями, то может быть очень хороший результат для Индии с ее огромным населением и с огромными проблемами во всем, что касается здравоохранения. Не болезни, а именно здравоохранения. Медицина – это не только терапия, но и своевременная диагностика, так скажем. Так что будем следить за новостями, что у нас нового может быть услышано, увидено, как будут складываться отношения в нефтегазовом секторе, может быть, какие-то новости по СПГ пойдут. В свое время, пока у «Газпрома» Германия не украла «Газпром Холдинг», «Газпром Германия», контракт был, поставки СПГ шли, правда, «Газпром» поставлял не тот СПГ, который он производит на Сахалине, а был у «Газпрома» контракт с «Новатэком», с Ямал-СПГ шли поставки, может быть, каким-то образом сумеют восстановить, но понятно, что то, что германцы украли, то обратно не вернешь, может быть, какие-то новые формы сотрудничества будут выстроены. И господин Мантуров еще до начала визита говорил о том, что будут вестись переговоры о строительстве судов арктического класса в Индии. Это абсолютно логично, потому что где же еще суда ледового класса усиленно строить, как не в Индии, не в России же, в конце концов. Индийский океан да, самый холодный, наверное. Ну, это известно. Я не буду комментировать, но вот это от нашего господина вице-премьера прозвучало, я был несколько удивлен. Но, может быть, это был намек на то, что танкеры-газовозы нужны. Напомню, что касается нового проекта «Новатэка», Арктика СПГ-2 работают 2 технологические линии, 3-я, грубо говоря, в резерве. Не исключено, что, может быть, под какой-то долгосрочный контракт какие-то варианты сотрудничества появятся. Индия под санкциями не находится. Кстати, надо отметить, вчера подводили статистические исследования, антироссийские рестрикции со стороны коллективного Запада вчера перевалили количественно за 30 тысяч. Вот. Юбилейчик очередной. Вот с учетом такого давления будем смотреть, что из всего этого будет получаться. Группа ядерных поставщиков. Это компания, имеющая право поставлять оборудование на строительство атомных электростанций. Они все сертифицированы, они все на учете в МАГАТЭ. Более чем серьезный шаг для Индии, но думаю, что пока больше символический характер имеет, потому что Индия специализируется на реакторах на тяжелой воде, а таких в мире строится очень немного. Вот, разве что в Румынии свежий контракт подписан. Если решаться с финансированием, то там строительство начнется, но это будут канадские технологии. Надо отдать должное, что канадские технологии в Индию тяжеловодные, собственно, и пришли, что и помогло Индии наработать плутоний для ядерного боезаряда. Огромное спасибо канадским специалистам, они молодцы. Выкладывать на общедоступные сайты документацию со всеми кодами, необходимыми для работы, это был замечательный поступок, привел к прекрасному результату. Молодцы. Правильно ли я понимаю, что это примерно еще и тот белорусский вариант, да, когда Росатом сертифицировал несколько белорусских компаний во время строительства БелАЭС? Совершенно верно, но мне кажется, что вот этот символический шаг государства поставщики ядерного оборудования, если посмотреть, что строится на планете, по моим подсчетам, 85% новых атомных энергоблоков это Росатом и 3 корпорации Китая. Китай маленький, поэтому у него 3 атомных корпорации. Вот, меньше никак нельзя. То есть, если взять за 100% все, что строится, то больше 80% мы вдвоем. Так что так ли важна вот эта сертификация на международном уровне, или достаточно с Россией и с Китаем обо всем договориться? Это какая-то такая обстановка. Я очень надеюсь, что на бизнес-форуме прозвучат новые мысли по поводу международного транзитного коридора север-юг. Ну, во всяком случае, упоминался на
в расширенном составе, когда бы обменивались подписанными документами, как раз и Владимир Владимирович, и премьер-министр Индии Мори, как раз они упоминали вот этот коридор транспортный север-юг, и Владимир Владимирович там сразу объединял и Россию, и Беларусь. Ну, это если МТК северо-запад, тогда да. А если в соответствии с названием, нам, конечно, важнее выход Сибири на железной дороге Казахстана с поставками на юг. Вот тогда это будет север-юг. А так вот у нас северо-запад. Северо-западный маршрут все-таки пока не решен вопрос с железной дорогой на границе Ирана и Азербайджана. Речь-Астара, пока только море, Каспийское, на мой взгляд, не самый удачный вариант, потому что поставки по железной дороге, паром, еще раз железная дорога, да еще и ширина колеи разная, то есть как-то все сложновато выглядит. Но, тем не менее, так пока есть. Если пользоваться, суметь выстроить отношения с Казахстаном и с Туркменией так, чтобы это было гармонизировано полностью. У Туркмении 2 пограничных перехода по железной дороге в Иран. Обе площадки оснащены оборудованием для переброски колесных пар, то есть вот здесь все в порядке. Напомню, что из России в Казахстан уходят 3 железнодорожных ветки, то есть нам есть над чем работать. Я думаю, что сибирские товары для Индии будут экзотикой, точно так же, как индийские товары для Сибири тоже могут оказаться востребованной экзотикой. Фрукты в Новосибирске так себе, манго не очень хорошо растет. С одной стороны, с другой стороны, если говорить о том, что можно поставлять в Иран и в Индию, как бы занимательно это не было, вроде бы леса там есть, но деловая древесина из России будет востребована. А Иран об этом на недавней конференции по МТК «Север-Юг» говорил открыто. То, что растет в Иране, это полудрагоценные сорта дерева, и пускать их на половую доску достаточно странно. Ну, а что касается энергетики, то, разумеется, вот такой вариант – это новый выход кузбасского угля на юг. Кузбасс у нас расположен так, что у него 4500 километров до любого из портов, ну, разве что на юг, но на южном направлении в Черном море у нас не очень спокойно, зимние шторма и прочее. Так что это был бы не самый плохой, на мой взгляд, вариант без таких странных маршрутов, потому что, допустим, поставка кузбасского угля в Индию, как она выглядит, либо на запад, порты Ленинградской области, и потом вокруг Европы через Суэцкий канал в Индию, либо в Владивосток, и тогда вокруг Китая, Желтое море со всеми там рисками имеющимися, и какие-то огромные расходы на вот такую логистику. Выход на побережье Персидского залива, конечно, сокращал бы эти расходы значительно. Так что будем надеяться, что, может быть, и об этом поговорили. По поводу Туркмении, как раз на следующей неделе, я думаю, у нас с тобой будет тема. В Туркмении будет большой тоже саммит руководителей стран СНГ, и Владимир Владимирович туда точно летит. Ну, во всяком случае, запланировано. Поэтому я думаю, что будет о чем поговорить.